Друзья, всем привет! Продолжаем историю с нашими благотворительными проектами. За моей спиной сейчас Ford Escort 94 года, который необходимо подварить, подкрасить. Короче, сделать общий приятный вид автомобиля. Где-то может что-то с колесами поэкспериментировать. Напоминаю, для того, чтобы ко мне попасть на благотворительный проект, вам необходимо написать ко мне на почту, ссылка на которую будет в описании. Я рассмотрю вашу историю. Если она мне приглянется и я посчитаю необходимым вам помочь, то мы для вас это сделаем. Ну что ж, хватит болтать, начинаем работать. Как я ранее сказал, это Ford Escort 94 года. Чей это автомобиль и для кого я его решил сделать, вы узнаете чуть позже. Сейчас немножко по его состоянию. У этого Форда местами полез лак. Где-то прогнили низа дверей. Задняя крышка тоже, соответственно, выгнившая. Все это будем мы переваривать, перешпаклевывать и, соответственно, красить. Такой автомобиль в идеале, конечно, покрасить целиком. Это проще и это сэкономит гораздо больше времени, чем это делать локально. И с этим автомобилем важно понимать следующее, что качественно его сделать практически невозможно. И именно поэтому нет никакого смысла здесь все доводить до идеала. На данный автомобиль у нас есть максимум 5 дней. И начинаем мы свой ремонт с крышки багажника. В простонародье еще ее называют, на мой взгляд, достаточно странно. Это ляда. Штангенциркулем размечаем зоны, которые будем отрезать, то есть отрезать поврежденный металл. Можете обратить свое внимание, что под фарой подгнило основательно. Если бы сгнил просто низ, то это как бы полбеды. Приложил кусок ровного листа и приварил. Но в этом случае здесь нужно будет сначала пропетлять момент с подфарником. После того, когда мы удалили весь поврежденный металл коррозией, зачищаем место будущего шва коралловым кругом. Рекомендую делать это кораллом, так как если вы это сделаете просто волосатым кругом на болгарке, качество сварки будет гораздо хуже. Ну и после того, как мы восстановили нижний усилитель, наращиваем лицевую часть. Но перед этим сначала привариваем два куска под фарами, а потом уже основную лицевую часть. Загибаем угол и примыкаем его к внутреннему усилителю. Но для того, чтобы лист не вело между наружным и внутренним, делаем прихватки в заранее просверленное отверстие. Вот если бы этих прихваток сейчас не было, в момент загибания один лист ходил относительно второго, и крышка бы приняла не ту форму, которая нам необходима. Да, и обязательно напишите в комментариях, что лучше, купить крышку или восстановить старую. А я сейчас вам расскажу свое мнение на этот счет. Господа, проясню прям очень важный момент, что не требуйте от мастеров такого ремонта, потому что ни один уважающий себя мастер никогда не будет делать такой ремонт. Почему? Потому что
Эта крышка стоит, пускай там она стоит $30, $40, как бы неважно. Ему проще вам сказать, чтобы вы ее нашли, привезли, купили, отдали ему, он ее перемотовал и покрасил. Ну, где-то что-то подстучал. В нашем же случае быстрее и проще ее сделать своими руками. Понимаете? Если мы сейчас начнем искать эту крышку, если мы ее начнем перепаковывать, в идеале ты никогда в жизни не найдешь такую крышку. Скорее всего, где-то что-то нужно будет подварить. Нам проще и быстрее сделать то, что есть. Если бы ко мне приехал клиент и попросил такое сделать, никогда в жизни бы я за это не согласился. Почему? Потому что качественно такую работу сделать практически невозможно. Клиент требовательный, потом выдерет тебе всю голову, что ты там ему сделал, ему не понравится, и в итоге вся эта работа будет коту под хвост. Поэтому такая работа подходит только для тех, кто хочет себе сделать. Именно поэтому я вам и показываю подробно, как это сделать. Не требуйте от мастеров и не говорите, что мастера якобы ленятся. Да на этом никогда не заработать. Конечно же, много найдутся комментаторов, которые скажут, а почему же все-таки не заварили вы это сплошняком? Ребята, все нужно смотреть в совокупности. Это не тот автомобиль, который необходимо делать идеально. В этом случае большего и не надо. Главное в конце это все обработать правильно. Чуть позже я покажу, как это сделать. Но если вы это заварите сплошняком, но не обработаете, грош цена в вашей работе. Ну что ж, а в этой двери мы восстановим весь низ. Если вы будете когда-то делать пороги, так вот, куски, отрезанные от порогов, рекомендую не выбрасывать. Вот эта железяка как раз это то, что осталось от порога с предыдущего благотворительного проекта. Как только вы обрезали поврежденный металл, не спешите его выламывать, потому что вы можете немного повредить силовой каркас, и тогда ровно дверь уже будет сделать гораздо сложнее. Поэтому берите лепестковый лист и растачивайте края, для того, чтобы просто его без усилий потом раскрыть.
Как вы заметили, коралловым кругом мы очищаем остатки ржавчины после того, как мы удалили поврежденный металл. На это место привариваем новый. И начинаем мы с внутренней части. Сначала восстанавливаем внутренний усилитель, вот эту вот кромку, то, что вы видите сейчас. А потом уже наверх наращиваем новый лицевой. И в идеале, конечно же, несколько раз это на автомобиль поставить, проверить, ровно ли все получилось, а потом уже только приваривать и обваривать. Не обваривайте все тут сплошным швом, так как шов очень-очень длинный, его втянет вовнутрь. И потом вам придется накидывать большое количество шпатлевки, либо все это рихтовать. А это дополнительный кусок работы. Я так понимаю, как вам, так и мне лишняя работа не нужна. Поэтому достаточно все прихваточками прихватить, а потом изнутри обработать. В момент прихватки можно их остужать либо мокрой тряпкой, либо продувочным пистолетом. Ну и обязательно, после того, как вы переварили будь то дверь, либо заднюю крышку багажника, обязательно, еще раз, обязательно швы промажьте кузовным герметиком. Если вы этого не сделаете, то тогда там будет вновь собираться влага, и вся работа, что вы проделали, будет коту под хвост. Затем, как мы закончили с переваркой, идет подготовка. Значит, что вы сейчас наблюдаете? Мы удалили всю ржавчину с двери, но образовываются такие, как сказать, плямбы. И эти плямбы очень важно правильно выровнять. Значит, у нас сейчас 180-я наждачка, и все вот эти вот ступеньки, так называемые, между металлом и старым лакрасочным покрытием нужно выровнять. Если этого не сделать, а просто это зашпаклевать, то со временем шпаклевка даст усадку и появятся ямки. Поэтому очень важно их расшлифовать, либо снести всю краску до металла. Всю краску до металла мы сносить не будем, потому что, понятное дело, автомобиль старый, как бы он того не стоит. И если я снесу всю краску на этом автомобиле, то там столько придется шпаклевать, что я уверен, что там столько спрятано мест со старой шпаклевкой, и поэтому оно нам не нужно. И следующий этап — это шпатлевание. И запомните главное правило, что автомобиль шпатлюется на риску не ниже 180. Если вы будете шпатлевать на 120-ку, 80-ку, то со временем шпатлевка опять же просядет и может появиться ореол. И мы начинаем с карбоновой шпатлевки. Это практически та же самая шпатлевка, что и мелкое стекловолокно. Крупное стекловолокно я здесь не вижу никакого смысла использовать, так как с ним работать абсолютно неудобно. И если в данном случае я бы начал использовать универсальную шпатлевку, то с ней работать тоже было бы тяжело, так как она сильно податливая и она мне не сможет дать форму, которая мне необходима. А карбоновое либо мелкое стекловолокно, она не такая жидкая, и как только ты ее накладываешь, она принимает ту форму, которая тебе необходима. Когда я работаю с такими ведрышками, я всегда шпатлевку замотовываю либо 80-кой, либо 120-кой. Но, как я сказал ранее, что шпаклевка накладывается только на 180-ку. И тогда вы избежите ореолов.
Поэтому поработали 80-кой, все это выровняли, а потом необходимо перебить это на 180-ку. А после чего нанести следующий слой шпатлевки. После того, как автомобиль отшпатлеван, последняя шпатлевка это универсальная. И последняя наждачка, которая использовалась, это 240-ка. Напоминаю, автомобиль сначала зачищался 120-кой, потом 240-кой. Перебивалась 120-ка. Но не 240-кой выравнивалась поверхность. 240-кой поверхность выровнять невозможно. Когда автомобиль весь подготовлен, перешпаклеван и замотован, сложные места, где не подлазишь наждачкой, я всегда использую губку. Эта градация тоже 240. Она мягкая и везде подлазит. Торцы, углы, канавки и так далее и тому подобное. Машинкой туда подлезть практически невозможно. Грунт я буду использовать мокрый по мокрому. Наношу я его через дюзу 1,4. Делается это для того, чтобы сэкономить свое время. Как только мы его нанесли в 2 слоя, мы ему даем высохнуть минут 30-40 и без следующей перемотовки будем наносить базу, а потом лак. Если мы нанесем обычный грунт, то нам придется выждать сутки в этих условиях, пускай даже не сутки, пускай ночь. Потом прийти на следующий день, это все расклеить, перемотовать и только тогда покрасить. Это еще потерять 1 день. Этот автомобиль того не стоит.
Господа, по поводу краски вообще забавная тема. Смотрите, у меня была банка зеленой краски EasyCode от прошлого благотворительного проекта. Она осталась буквально полная. Потом была еще синяя краска, ну что-то типа EasyCode, но не EasyCode. Половинка синей. Мы смешали их и получилось, сейчас вы увидите, крышу мы не красили, насколько получилось похожее совпадение по цвету. Это же просто обалдеть. Тут бы к подборщикам поехал бы, они бы долго возились. А мы просто смешали то, что было, и получилось практически то, что надо. Но вот и сейчас ключевой момент всех переварок. Обязательно изнутри все обрабатываем пушечным салом. В каждый сварной шов нужно напихать этой смазки под завязку. Если вы этого не сделаете, то все начнет гнить через первую зиму. Неважно, кто вам делал, сварщик, не сварщик, делали вы сами. Обязательно свой автомобиль после сварки нужно обработать, иначе будет хана. С колесами же было принято решение сделать дешево и сердито, а именно сделать разварки. В прошлом я занимался изготовлением разварок на заказ, поэтому для меня это не составляет никакого труда, тем более все оборудование для этого имеется. Ну и для тех, кто не в теме, что такое разварки, сейчас я подробно все расскажу. Разварки — это штампованный диск, который разрезается и вваривается пластина необходимой ширины. В нашем случае передний диск вваривался пластина 4 см шириной, а задний 5 см. Чем мне всегда нравилось изготовление разварок? Тем, что готовятся и делаются они достаточно быстро, а внешний вид автомобиля улучшается, как говорит Генри Форд, на 80%. Если не прав, то поправьте в комментариях. Эти разварки мы изготовили и покрасили за один рабочий день, то есть за 8 часов. За что я всегда любил разварки, так это за то, что ты сам выбираешь ширину, которая тебе необходима. У одних автомобилей колеса более втопленные, тебе необходимо там 5 сантиметров ширина, 4 сантиметра. Но на мой опыт, как правило, больше 5 сантиметров это уже идет небольшой перебор, потому как колеса начинают цеплять либо за арку, либо за защиту, ну то есть создают определенный дискомфорт. И это уже является таким уже тюнингом немножко переизбыточным. А вот как в нашем случае, перед 4 см ширина, а зад 5, я считаю, что это отличное решение. И в конце вы сами убедитесь, что это действительно так.
В нашем случае диски были сделаны таким образом, что в будущем их не пришлось шпатлевать. Прошлись лепестком кругом, почистили сварные швы и получилось все четко. Подмотовали все 240 наждачкой и наносим грунт мокрый по мокрому. Соответственно, потом наносим базу и лак. Когда я начинал первый комплект, я делал за 2 недели это изготовление и покраска, то этот комплект мы сделали за 1 день. Ну и очень важный момент. После того, когда вы нанесете грунт, обязательно на все сварные швы нанесите кузовной герметик. Если вы этого не сделаете, то скорее всего ваши колеса будут спускать. Наш автомобиль уже практически готов, остался только один важный штрих. И в дополнение ко всему ремонту у нас есть хорошая новость. Компания iBox дарит нашему герою видеорегистратор iBox Road Scan Pro 4K. Это автомобильный видеорегистратор с матрицей Sony, базой полицейских камер и Wi-Fi. Он легко подключается к вашему смартфону и снимает в качестве 4К Ultra HD. Широкий угол обзора 170 градусов позволяет захватить все важные моменты на дороге. Имеет встроенную память на 64 гигабайта и управляется жестами. Смотрите, как легко установить его в автомобиль за счет надежного магнитного крепления, соответственно легко и снять. А еще iBox
iBox Road Scan Pro 4K регистратор 2 в 1. Оборудован GPS-модулем и обновляемой базой радаров и камер 45 стран. Есть собственное приложение iBox Assist, с помощью которого удобно управлять регистратором и файлами. Также имеет расширенную гарантию на 18 месяцев с момента покупки и регистрации устройства. Благодарим iBox за поддержку наших проектов и за то, что она нашим героям дарит такие замечательные подарки. Благодаря им наш герой на дороге себя будет чувствовать гораздо безопаснее и увереннее. Вот так, друзья, мы продолжаем вместе делать добрые дела, а вы оставайтесь, еще будет много интересного. Итак, господа, прежде чем показать вам конечный результат, хочу рассказать одну историю, и вы поймете, почему я выбрал именно этот автомобиль и этого человека, которому захотел помочь. Мы покупали продукты, ко мне подходит женщина. Женщина убивается горем, плачет, моя дочь находится в больнице, вот ее забрали, а у меня нету денег, чтобы ей помочь. И как-то невзрачно прикрывает рот. Потом я только понял, что у нее был перегар. Значит, я ей даю там, я не знаю, рублей 10, как бы, ну, немного, ну, если у каждого она возьмет по 10 рублей, то, в принципе, она и квартиру себе сможет купить. Я походил по магазину и думаю, блин, наверное, дал ей мало денег. У меня еще было в кошельке 50 рублей. Думаю, так и ей еще дам 50 рублей. Начинаю ее искать по магазину, но в магазине уже ее не нахожу. Мы покупаем продукты, подходим на кассу, и там стоит эта женщина. И я смотрю, что у нее на кассе лежит 2 бутылки вина и там какая-то дешевая колбаса. И после этого я сделал вывод, что не всегда нужно помогать тем людям, которые тебя об этом просят. Очень часто бывает так, что человеку, которому действительно нужна помощь, он скорее пойдет на мусорку, будет собирать там продукты и будет стесняться просить помощи у каких-то прохожих людей. И поэтому помогать нужно чаще тем, кто об этом даже не просит. Также получилось и с Женей. Женя — это тот, кто работает со мной, помогает мне. Он никогда не жалуется, ничего не просит, ничего не требует. Но я прекрасно понимаю, что этот автомобиль он никогда сам не сделает. Почему бы этот автомобиль не сделать, не покрасить, не подварить? Ну и огромное спасибо вам, спасибо за вашу поддержку, кто помогает рублем, кто помогает лайком, кто помогает репостом, кто помогает комментарием. Если бы вы на это не смотрели, то, как говорится, мы бы этого не делали. Ну и до скорого! Нас еще ждут огромное количество классных проектов. To break and your love isn't where
start to doubt that you're there when we're falling down and we're losing our way. You can see it. We start to doubt that you're there. It's hard to believe in a God we can't see, but you're proving you're true with your love. It's you, you're all that I need. It's true.